Я под этим видео оставлю ссылку на все кафе, где мы были, на локации, где мы были. Оставлю вам тот план, который мне Ксюша прописала по посещению городов и разных мест. Может, вам пригодится. Такая вот порция мяса, 18 евро. Ребят, принесли вот такую тарелку, реально огромную. Я не уверена, что мы ее съедим. И это стоит 30 евро. Это дешевле, чем мы брали прошлую. Тут вроде не так ветрено. Поэтому всем привет, вы на канале Катя Рыбалка. Я в Черногории в отпуске. Сейчас нахожусь на острове Святого Николая. Рыбалки здесь не будет, но каждый раз, когда мы с Сашей ездим в отпуск и снимаем влог, набирает много просмотров, вам интересно. Возможно, потому что интересно что происходит в моей жизни еще, кроме рыбалки. Ну, я решила рассказать вам про отдых в Черногории, сколько стоит, как здесь лучше расположиться, какие есть виды, экскурсии, еда, транспорт и так далее. Вот, Будва, а это остров Святого Николая. Обычно здесь все забито людьми, но сезон еще не начался, ребят. Сегодня 23 мая, мы приехали отмечать Сашин день рождения. И мы просто одни на этом острове. Вот такой получился эксклюзив. И в этом преимущество приезжать на курорты в самом начале сезона, пока здесь никого нет. Нереальная красота просто, сумасшедшие виды, посмотрите. Микрофон с собой забыла, тут море, шум, ветер, сори за звук. Но, знаете, вот кто бы мог подумать, что за очень маленькие деньги можно отдохнуть вот на таких локациях. Реально, вообще просто, как Таиланд. Посмотрите. За путевку мы заплатили 730 евро за двоих с перелетом, с классным отелем. Я вам тоже его покажу. С трансфером в отель. Сколько тут потратим, еще не знаю. Но за 700 евро это просто бомба. Кстати, тест сейчас не нужен на корону. Никого. Никого. Вообще. Не знаю, как то, я обожаю такие моменты, когда вокруг нет людей. Просто тишина. Наедине с природой. Ребят, пока нет сезона, нет здесь баров, все закрыто. Я смотрю, работники только ходят, чинят шезлонги, пляжи чистят. Вот. Поэтому мы ничего не платили. Взяли с собой водички и все. В сезон шезлонг здесь на двоих с зонтиком обойдется вам порядка 15 евро. Чтобы добраться на этот остров, в Будве есть такая водная маршрутка. Стоит примерно 3 евро. Но опять же, пока не сезон, нам пришлось брать частную лодку.
И туда-обратно с нас взяли 15 евро за доставку на остров. Вот эти шезлонги мы Саше тут позаимствовали бесплатно. Вот с той кучи взяли. Пляж Гавайи. Тут одна из достопримечательностей Черногории и Будвы, старый город. Он весь огражден как крепость. Мы тут были вчера, но сейчас зайдем еще раз. Возле набережной тут куча ресторанчиков. Как видите, много людей. Здесь внутри красиво. Здесь все очень чисто, все отреставрировано. Как было в старом городе. Очень узенькие улочки. Смотрите, вот тут где-то до 2 метров ширина этой улицы. Ну, очень-очень прям чисто. Мне же кажется, что они перестарались с реставрацией, что теряется какая-то атмосфера от старинности. Смотрите. Проходи. Смотрите, зацените, да? Ширину улицы. Можно подняться на крепость бесплатно. А можно подняться за деньги на самую высокую точку. Там красивый вид, красивые фоточки. Это стоит 3,5 евро с человека. Тут еще не все магазины открыты. Мы так подумали, что пока не сезон, те, кто сами владеют помещениями, да, те открыты всегда. А кто, допустим, там в аренде, то тут закрыто еще. Вот, например, как справа, видите, лавка. Но буквально через неделю, через 2 будет все открываться. Мы вчера тут ели, кстати, пиццу. Вкусно. На самом деле этот старый город, он очень маленький. И тут за полчаса, ну за час максимум можно все обойти. Каждую улочку. Так вот, видите, как интересно. О, и ресторан. Я думаю, тут местные люди вообще не живут. Тут, скорее всего, туристам сдают жилье. Или вот так вот под рестораны. Оп. Вот люди такие живут. Вот антенны, кондиционеры, белье сушится. Судя по записям здесь, этому алтарю почти 2000 лет. Прикиньте. И вот так можно с видом на море закончить прогулку по крепости. Вот остров Святого Николая, где мы сегодня были на пляже, я вам показывала. Вот это еще бесплатный вариант. Вот на ту башню мы вчера платили, чтобы подняться. Стоит на того или нет, я не знаю. Если вам не жалко на двоих 7 евро, можно подняться, лишним точно не будет. Старые деревья, ну, короче, красота. Во всякие исторические подробности я не буду углубляться, потому что это видео будет тогда несколько часов. Хочу просто показать с точки зрения того, что посмотреть можно, когда приезжаешь в Черногорию. Короче, зашли в ресторан. Этот не самый, конечно, дешевый, но смотрите, какая порция. Я взяла осьминога, это 19 евро. Саша взяла ризотто, 10, да? Или сколько? 10-11. Или 12 даже. Короче, порции реально здоровые такие. И такие виды. Покажу вам наш номер. Вот такой он небольшой, но современный, чистый. Все классно, телек даже с интернетом. Смотрите.
балкон есть с видом на горы. Ну, вообще в Черногории как бы два варианта отелей. Это либо такой, как у нас, для тех, кто хочет активно отдыхать. Вот мы сейчас после завтрака идем машину забирать, которую в аренду взяли. Видите, все класс. А есть вариант такой пляжный, где отели по типу Турции, Египта на берегу моря с бассейном. Такой пляжный отдых. Вот такой дворик у нашего отеля. Мы себе взяли вариант проживания с завтраками. Это очень удобно. Вот так тут, в принципе, почти что все отели выглядят. По расположению нам идти 5 минут до пляжа, 10 минут до старого города. Этот отель называется Велла. Он 4-звездочный. Ну, как бы здесь не так, как в Египте, в Турции, везде 5 звезд лепят. Тут 4 звезды. Это уже, в принципе, классно. Вот, смотрите. Я вам под видео оставлю и на отель ссылку, и на ту компанию, где в аренду машину брали. Короче, на все поставляю ссылки. Не реклама, для вашего удобства. Естественно, за рекламу тут никто не заплатит. Хотелось бы, да, отдохнуть в отеле бесплатно за рекламки. И оставлю вам, кстати, контакт Ксюши, девочка, которая уже много лет, я у нее покупаю путевки, мы с ней знакомы вообще со школы, вот мы так в школе вместе учились, потом она работала в одном турагентстве, поработала и открыла свое турагентство. Она не просто подбирает классные туры в том бюджете, который у вас есть. Она еще реально старается помочь. Вот она нам рассказала, где примерно, что сколько стоит, что мы рассчитывали по финансам. Тоже помогла с арендой машины. И там, куда поехать, как лучше распланировать отдых. Easy Travel называется ее агентство. Вот такую тачку мы взяли в аренду. Ребят, мы бронировали Audi A3. Но оказалось, что что-то с ней не то, и нам вот заменили на Volkswagen Passat. Так что бронировали его изначально, обошлось бы дороже. 160 евро 5 дней аренды авто. Waze тут работает. И поехали мы путешествовать. Сумасшедшие виды, конечно, вот так вот. Я мечтала, хотела, чтобы мы на машине ездили по горам, по серпантинным дорогам. Вокруг, чтобы была такая вот красота. То мы приехали в Свети-Стефан. То, что я вам только что справа показывала, остров. Сегодня тут еще полазим, потом поедем в Котор. Машинка хорошая, дизельная, 17-го года. Где-то 50 евро в день такая стоит. Но я же говорю, поскольку мы заказывали другую машину, Audi A3, это типа считается классом ниже, чем Passat, то вот мы еще и прикурили чуть-чуть. На более крутой тачке едем за 160 евро 5 дней. Но 100 евро еще надо залог дать обязательно и вернуть машину в чистом состоянии с баком топлива. Хотела я туда приехать, на остров Свети-Стефан, но что-то нас навигатор привез сюда. Ну ничего, сейчас тоже тут, значит, посмотрим, что за красота. Вот такая тачка. Снаружи еще покажу. Классная. Как будто бы тут какая-то обзорная площадка он нас привез. Пофоткаться специально. Ребят, есть тут экскурсии, но в принципе как бы они все в основном групповые, и мы так посмотрели, что на двоих набрать экскурсии, чтобы везде покатали, где мы хотим, и аренда машины плюс-минус одно и то же. Только мы тут никому не привязаны, и мы можем ездить, где мы хотим. Боже, какие виды сумасшедшие. Смотрите, какая красота. Сумасшедшая тут красота, конечно, просто. Посмотрите. Не, ну круто. Сейчас нет туристов, и мы тут реально сами. Вы себе представляете, что здесь творится, когда сезон? Вот даже сегодня в отеле парень, который мы снимаем гостиницу, сказал, что со второй половины июня ни одного свободного номера. И так везде. Такие вот скалы, вода кристальная. Смотрите.
и никого. Вот прям как на картинках, когда смотришь туры, вот так вот все выглядит. А когда приезжаешь, там толпа людей. Так что вот вам лайфхак. Приезжайте в начале сезона. Такая вода чистейшая. Вот мне нравится, когда видно тени от лодок прям вот на дне, видите? Ребята, очень досадная новость. Вот охранник нам вышел и сказал, что остров закрыт в связи с разборками государственными. Он принадлежит какой-то греческой компании, и у них сейчас конфликт с Черногорией. Поэтому, скорее всего, в сезоне 2021, даже летом, остров будет закрыт, и попасть на него невозможно. Только вот так вот снаружи посмотреть. Практически самая главная достопримечательность Черногории, да, closed. Говорит, сори, не могу вас пустить. Так что очень-очень жаль, я прям расстроилась. Конечно, классно, мне так нравится, да, красиво. Исторические сосны старые растут из скал. Видите? Блин, просто нереальная красота. Можно сойти с ума. Я вот всем прям настоятельно рекомендую ездить в Черногорию в мае. Погода уже класс, туристов нет. Посмотрите, представляете, не было бы такого эффекта, если бы сейчас все эти пляжи были забиты людьми, открытые кафе, рестораны, шум, гам, музыка, движ, как в Аркадии летом в Одессе. Посмотрите. Мы тут почти что сами, пару человек всего есть. Кстати, еще одна классная вещь. Тут сейчас цветет какое-то растение, запах что-то среднее между ландышем и акацией. Улицы просто ароматные. Вот идешь и просто так запах цветов. Эх. Блин, как реально хотелось туда зайти. Я вот прям уже представляла себе, как буду идти по этим узким улочкам. Вот такой вид здесь рядом. Сейчас поднимемся в монастырь Святого Саввы и покажем вам панораму. Мы приехали, говорили, что везде узкие дорожки тут горные, но очень, короче, хороший асфальт. И вот уже на подъезде к церкви тут прям вообще жопа. Вот она уже. В принципе, ехать можно. Вот приезжаешь, а тут сразу такие виды. И дорога сама красивая, скалы. Как видите, ворота в церквушку открыты. Вот такая она маленькая на вершине здесь. И такой вид открывается отсюда. Сейчас. Смотрите. Пам-пам. Красиво. Да. Короче, мы только что поделали пару фоток и поняли, насколько вообще не передает того вида, который видишь глазами своими. Правда? Обидненько. Да, горы сзади. Так, приехали мы на заправку, дизель евро 24 у нас. И сразу пошел бенз, да? Круто. Заправились мы на 60 евро. Короче, бензин получается дорогой. Где-то 40-45 гривен литр дизеля, когда в Украине он стоит там 20-25 сейчас, Вот, да? нет, 28, 29.
Даже, короче, в 1,5 раза дороже в любом случае, при любых раскладах. Туннель, наверное, несколько километров, потому что вообще не видно его конца и света в конце туннеля. Приехали мы в город Котор, Бока-Которский залив. Рекомендуем вам тут заезжать на платную парковку, потому что парковаться просто негде. Ого, такие тут яхточки имеются. По-богатому. Но очень красиво. Мы потом обязательно поднимемся на панораму и покажем вам вид на залив. Старая крепость здесь, старый город. Тут прям вот стена старая идет, прям, вот видите, прям по горам вот так вот старая стена идет вокруг старого города. Мы уже в старом городе, за стеной. Тут поживее, чем в Будве, тут очень много людей, внутри уже работают ресторанчики. Смотрите, какая красота там. Где-то надо найти, здесь есть лестница на смотровую площадку. Надо сначала подкрепиться, чтобы такие дальние расстояния проходить. Опа. Смотрите, какие узкие улочки. Кинотеатр. Кинотеатр просто. Атмосферненько, однозначно. Кто-то здесь живет, как и в старом городе в Будве. Я бы не хотела жить, наверное, в таком историческом месте. Это все время шумно, куча туристов. Очень меня впечатляет старый город здесь. Атмосферно. 120 лет. Что говоришь? Церковь построена 17 мая 1909 года. То есть это свеженькое относительно. Узенькие улочки такие есть. Вот Саша 2 руками достает до стен. Представляете? Это все очень чисто, классно. Очень ухоженно. Некоторые участки прям вот совсем такие старые, видно, вот как здесь, смотрите. Обожаю такие места исторические. Всегда, когда оказываюсь в таких местах, какие-то они такие сумасшедшие энергетикой, и думаешь, кто здесь был до тебя, сколько сотен лет, сколько тут людей прошло, о чем они думали, какие у них были судьбы. То вот мы вышли, такой выход есть из крепости. Сейчас попремся туда на самый верх. Здесь так вот красиво. Конечно же, я как рыбак не могу пройти мимо этого. Посмотрите, сколько тут этой рыбы. Вот с этого ракурса точно видно в камеру, я уверена. И что это за рыба, и что она тут делает? Даже не знаю. Может быть, это какой-то сибас. Она как... Не, это не сибас. Она так синеватые плавники у нее такие вот. Голубизной отдают, а к концу темно-синие. А там вон поглубже видно такие же, только более крупного размера. Мы уже начали свое восхождение на крепость, ребята. Опять же, плюс того, что не сезон. А так за бабки надо. Мы пока что бесплатно проходим. Короче, да, водичку. И вы должны сейчас поставить
лайк этому видео, подписаться на мой канал. Потому что для вас сейчас буду подниматься по жаре, чтобы вам показать вот такие красивые виды с самой высокой точки. Если честно, тут вонь просто, как будто тут прям все писают и какают прям здесь. Прям очень сильно воняет. Я не знаю, так будет ли на всем пути. От всего путь где-то 1,5-2 км наверх. Вот первую точку мы такую дошли. Нам аж вот туда. Фух. Это лучше делать или рано утром, или вечером, когда не такая жара, как сейчас. Но, увы, у нас большие планы, поэтому до вечера ждать не можем. Так, ребят, если есть проблемы с сердцем, с ногами, с весом, неудобная обувь, только кроссовки, никаких сандаликов и шлепков через палец, то идти сюда не стоит. Очень тяжело. Особенно в такую жару. Нам еще подниматься и подниматься. Вода обязательно просто. Уже вид красивый, но как бы хочется же добраться до финальной точки. Фух. Бизнес-топ. Водичка. Как раз осталось недалеко до вершины. Все, кто не взял воду, стопудово тут покупают. Это просто 100%. Тут уже под конец такое начинается. Посмотрите. Саша уже разделся. Такая лестница очень крутая, и кусками ее просто нет. Фух. Реально тяжко. Мы это сделали. Мы дошли где-то за час. Беру свои слова обратно. По дороге встретила парня в шлепанцах, девочку на каблуках, пару с ребенком и с собакой. Ребенок был за спиной. Так что, видно, у каждого свои возможности. Кто-то может даже так. Вид крутой. Фух. Надо чуть отдохнуть и как-то идти обратно. По дороге продают воду. Даже не спрашивала, за сколько, честно. Думаю, что очень дорого. Смотрите, какое семейство по дороге нам встретилось. Сейчас, наверное, убегут. Или нападут. Две ящерки такие большие. Кстати, будьте осторожны, тут и змеи есть. Так, на всякий случай идите под ноги, смотрите. Оп, один сбежал, а второй пока не убегает. Давай, оп. С другой стороны крепости. Жесть, я не верю, что мы туда забрались и потом спустились. Блин, конечно, красота, чистота воды, бомба. Мы продолжаем сегодня наше путешествие. Едем в город Перост. Там старый, очень маленький городок. И оттуда можно добраться на острова. Тут везде едешь, везде красиво. Просто вся Черногория как один большой парк. В этом городке можно погулять, он очень маленький, вот реально вот отсюда. И вот как бы там чуть дальше его край. И здесь популярные морские прогулки на острова. На остров, где монастырь, нельзя, а на этот остров, забыла, как он называется, можно. Вот тут вот буквально 100 метров набережная, да, для сравнения цен. Там есть один Old Fisherman's Pub, мы ели. 38 евро стоит рыбная тарелка на двоих.
тут 30 евро. Еще на набережной и в других кафе по 50 евро. Поэтому вот можем сделать вывод, ну и по другим блюдам там, и по пицце, и по-другому, что тут дешевле. То есть 100 метров от набережной уже намного дешевле. Ну, в принципе, логично. Там много туристов. Мы вот сейчас зайдем еще и узнаем, тут вкусно или невкусно. Может быть дешевле и так же хорошо, как там. Ребят, принесли вот такую тарелку, реально огромную. Я не уверена, что мы ее съедим. И это стоит 30 евро. Это дешевле, чем мы брали прошлую. Короче, кафе Адриатик. Рекомендуем. Реально за 30 евро порция больше, чем мы кушали на набережной и платили дороже. Рыба очень вкусная. Вот так называется. Находится в Будве. Топ, просто топ. 10 из 10. Ну что, ребят, у нас начало нового дня. Мы сейчас едем в национальный парк Дурмитор, Жабляк. Это от Будвы, получается, где-то 200 километров. Ехать 3 часа. Дорога серпантинная, через туннели, через всякие обрывы скал, можно сказать, то есть интересная. Вот. Но там совсем другая Черногория, там природа, там очень красиво. И сейчас заедем сегодня на очень известный мост Джушевича тоже. Это такое место по фоткам. Если увидеть фотографию, вы точно узнаете, что когда-то вы этот мост видели. Едем в вот такие места, тут затопленные деревья. Короче, прямо это место плачет по боковому кивку. Надо Михалычу скинуть точку. А тут, ох, тут карасики, 100% живут и карпики в таких болотах. Подгорицы делают дорогу, поэтому посмотрим на обратном пути, есть ли какой-то другой маршрут. Очень много времени потеряли. Ехать, короче, долго. На данный момент почти 4 часа с Будвы в Жабляк. Вот до этого красного указателя мы смогли максимум доехать, потому что дальше абсолютно без вариантов. Запах хвои классный. Вот такая дорога сюда. Очень-очень сильно красиво. Ну, мы пошли. Здесь по-хорошему можно было бы какие-то сапожки, потому что можно нормально промокнуть. Кстати, в Инстаграме писали подписчики, что очень круто на рафтинге покататься. Это вот тоже тут в этих краях, там каньон реки Тара рядом. Но все закрыто пока что. Мы ехали, везде, где написано рафтинг, все закрыто. Я думаю, они будут работать с середины июня. Боже, какая тут красота. Здесь именно природа нетронутая. Короче, вообще вот так вот тупо по лесу идем. Здесь на некоторых деревьях есть отметки. Отметки о том, что это, наверное, тропинка, по которой нужно идти к озеру. Ну, тут такая вот как бы природа, что человеком не тронутая. Очень классно. Действительно красиво. Таких мест, я думаю, не так уж много осталось на планете Земля. Холодно. Погреться чуть-чуть. Очень холодно. Такие сумасшедшие деревья. Тепло. Тут даже еще снег есть. You have reached your destination.
настоящая дикая горная речка. Я думаю, тут должен быть кто-то из семейства лососевых. Форелька точно должна быть. Ребят, честно, очень крутые эмоции. Вот так идешь по лесу и выходишь на огромное красивейшее озеро. Прямо отсюда вижу, какое оно красивое, в горах. Блин, 100% вам камера не передаст эту всю энергетику и красоту этого места. Но это что-то. Это просто, дух захватывает от такой красоты. Нереально. Сейчас я вам покажу. Там вода, тут кристально чистая, вот. А тут такой вид прям на горы. Не, ну это вообще, это сказка какая-то. Просто, смотрите, как красота. С ума сойти. Не, круто, еще туристов пока нет. Мы прям с тобой вообще попали. Ребята, форель, смотрите, какая достаточно крупная. Офигеть, что такое. Может и голец, смотри, прям под поверхностью. Класс. Блин, вот она, где нетронутая природа. Да? Круто. Интересно, сколько мы тут еще рыб с тобой увидим? Не знаю, слышно ли вам, но нам сюда четко доносится такой шум водопада там. В таких локациях я еще в своей жизни не кушала. Тут уже и людей чуть побольше. Вот такой ресторанчик прям на берегу озера. Я думаю, ценник тут конский. Но сейчас посмотрим. Кушать хочется уже. Ребят, мы перешли вовнутрь, потому что ветер очень холодный. Но, короче, цены нормальные. Вот смотрите. Такая вот порция мяса. 18 евро. И что? Вкусно? Очень вкусно. Ребят, еще хочу заметить, у них большие порции. Мы уже поняли, что если написано 900 грамм порция, значит 900 грамм мяса. Гарнир, там, овощи, картошка, рис не идет. Вот вчера мы заказали, был морепродукты, был именно килограмм морепродуктов. Но еще была картошка, рис, там, лимон, помидорки, черри. Поэтому порции реально здесь получаются огромные. У нас каньон реки Тара. Мы сейчас находимся на этом мосту Джурджевича. Короче, тяжело выговорить. Тут не видно его красоты, но мы с обзорной площадки покажем. Нам тут предлагают прокатиться на зиплайне. Тут через каньон. Видите, есть канатные такие дороги. Наверное, будет быстро и, наверное, будет страшно, я не знаю. Короче, на зиплайне прокатиться вот через каньон, но я засал. Хотели, да, именно хотели оба. Хотели, я еще ходила, думала, а Саша сразу сказал, я не пойду, у меня ножки трясутся. Вот такая вот огромная постройка, смотрится внушительно очень. И мост очень даже рабочий, мы по нему только что проезжали, и машины по нему спокойно ездят. Через весь каньон. Реки отсюда не видно, река там внизу. Ну, очень круто. Конечно, вот эти вот зиплайнеры вообще покоя не дают. Только сюда вот заезжаешь, тут очень много разных компаний, я так понимаю, они конкурируют между собой. И сразу тебе зиплайн. Блин, ну, вроде как, с одной стороны, наверное, классно, но я не сильно люблю такие экстремальные вещи. Я посмотрела, довольно-таки большой угол, и ехать будешь быстро, и там под тобой 1000 метров, так что как-то, я не знаю. Я не готова к такому. Можете в комментариях написать, вы, будучи тут, проехались бы на зиплайне или нет. На том берегу 10 евро стоит. Сколько тут, не знаю, нигде не написано.
Смотрите, сколько у них этих машин зиплайновских. И наш касатик. Мы направляемся уже в отель, и вот как раз из дороги идет прям вдоль каньона. Услышали шум воды и остановились. Смотрите, какая красота. Боже, такого цвета речка, я не знаю. Первый раз в жизни такую речку вижу, красивейшую. У нас в Карпатах тоже есть речки горные, но они гораздо меньше. Вот тут просто совсем другие размахи. И этот цвет воды, он вообще, просто космос, смотрите. Саша полез, смотрите, водопадик такой небольшой мы нашли, он прям вот с горы течет. А там вообще сумасшедший вид, я в шоке. Аж не верится, честно, что такое можно увидеть. Глазам не веришь, такая красота. Эмоции просто, я не знаю, что ты скажешь, что странное или там что-то употребила, то нет. Просто дух захватывает от таких видов. Сложно слова даже подбирать. Какой это полис? Это человеку 37 лет послезавтра, если что, вот этому. Ребят, мы пришли в наш Гендель. Посмотрите, это стоит 14 евро. Саша хотел мясную тарелочку. Опять, тут написано было 400 грамм, но здесь не 400 грамм, здесь, килограмм реально еды. Еще и сыр, фета, хлеб. Жесть. И порция мидий 7 евро. 7 евро. Блин, дофигища этих мидий. У нас доброе утро, сейчас где-то 8. Сегодня какой-то особенной развлекательной программы не будет, сегодня день отдыха. Пока мы ездили на машине, вот с дороги увидели такой пляж малюсенький в лагуне. Сумасшедшей красоты. И вот сегодня на него приехали. Тут просто очень красиво, я не знаю. Так вот скалы, лес. Малюсенькая такая лагуна, вода чистейшая. Почти никого нет, вот там только пара человек буквально. Смотрите. Взяли с собой еды, там колбасок всяких, фруктов. Будем сегодня балдеть вот в таких локациях. Саня видео монтирует, у него завтра днюха. Обещал вам видео с крайней рыбалки выложить на свой день рождения. Поэтому в честь такого события подпишитесь на его канал Need for Carp. Видите, человек на отдыхе для вас делает новый ролик. Очень сложно мне усидеть на месте. Я опять вот поперлась куда-то в скалы. Тут через морских ежей пробиралась. В шлепках, конечно, тяжело. Но камни, кстати, не скользкие. Я сначала проверяю, потом становлюсь. Очень уж хочется мне вот туда пробраться. Сейчас я это аккуратненько буду делать. Пам-пам. Тут еще проглядываю, чтобы никакие ядовитые змеи или ящерки меня не ожидали. Ну и, конечно, чтобы не навернуться. Ого! Красота! Красота! Было бы круто кроссовки с собой иметь для таких дел. Все, дальше не попрусь. Но это не точно. Ребят, ну что я вам хочу сказать. Наверное, на этом буду заканчивать видео. Мне кажется, мы достаточно много мест вам показали. Конечно же, это не все, что есть в Черногории. Есть еще другие места. Я под этим видео оставлю ссылку на все кафе, где мы были.
на локации, где мы были. Оставлю вам тот план, который мне Ксюша прописала по посещению городов и разных мест. Может, вам пригодится. И тоже с названиями кафешек. Мы сегодня утром сдали тест на коронавирус бесплатный в клинике в Черногории, в Будве. И надеемся, что этот тест позволит нам выехать в Хорватию. До Дубровника ехать всего ничего, 80 километров от нашего отеля, но для туристов из Украины нужен тест ПЦР на коронавирус. И, кстати, еще надо бронь гостиницы. Но мы не знаем, пропустят нас или нет. Во-первых, никто сейчас не может ответить точно, подойдет ли тест, который мы сегодня сдали. Типа, мол, только начался сезон, еще никто не ездил, непонятно, вот поедете и узнаете. Ну вот поедем и узнаем. Если мы пойдем в Хорватию, об этом я уже расскажу в своем инстаграм, подписывайтесь, и там будут наши приключения дальше. Ну и завтра Сашин день рождения. Мы хотим еще просто, у нас осталось несколько дней, просто побалдеть на пляжах, отдохнуть и, возможно, съездить в Дубровник. Вот такая получилась поездка. Хочется замиксовать активный отдых с экскурсиями, с поездками по разным местам и ленивый отдых на красивых таких пляжах. Так что, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, кому-то оно стало полезным. Как обычно, это вам. Ну и до скорых встреч на рыбалке. Пока-пока.